Приветик всем. Привет. Я тут немножко задержалась, потому что перед эфиром придумала не просто вам сегодня показывать, как вязать, но еще и решила некоторые схемки так нарисовать немножечко, чтобы вам это немножко облегчило работу. Я надеюсь, что это облегчит вам работу, ну, либо хотя бы даст какое-то общее понимание. Сегодня мы с вами будем вязать ложную кетлевку. Сашуль, ты сегодня красотка, спасибо. Вы мне каждый день это пишете, так приятно. Сегодня мы с вами будем вязать ложную кетлевку. Я думаю, что на этом мы остановимся. А завтра мы свяжем с вами капюшон. Я, по крайней мере, покажу, как его вязать. И еще я бы хотела заранее у вас спросить, тоже обязательно проведу опрос еще в канале Telegram, когда сделать дневной эфир? Сделать его завтра, либо, хотя завтра вы уже не прочитаете, да? Тогда сделать его, завтра среда, да? В четверг или в пятницу? Наверное, вот так. Давайте в четверг либо давайте просто в четверг я проведу дневной эфир, чтобы уже вас не тревожить опросами. Чтобы мы там с вами еще на дневном эфире довязали этот капюшон. Все-таки хочется вместе с вами от начала до конца его пройти. Вот. А сегодня ложную кетлевку, потому что вряд ли мы успеем, и капюшон тоже. К тому же, я честно признаюсь, расчеты я не сделала, я ж вяжу маленькое худи свое. Вот что у меня получается. Давайте я вам покажу так издалека. Вот что у меня получается. Вот такой рукавчик я уже связала. И остался у меня второй рукав. Я его специально не довязала, чтобы показать вам, как делать, вот, покажу в инстаграме, как делать, провязывать полую резинку и закрывать еще раз петли, покажу. Вот. Также начнем кетлевку. А вот на капюшончик, на маленький вот этот, на маленькое худи, я расчеты еще не сделала. Вот, поэтому сегодня только кетлевка, а завтра мы с вами уже начнем капюшон, и в дневном эфире я обещала, дневной эфир, в дневном эфире, я думаю, мы продолжим. Успела приготовить ужин и слушаю внимательно. Отлично. Тогда, значит, начнем. Заранее прошу вас задавать вопросы, какие у вас есть по вязанию худи. Может быть, я что-то вам где-то не ответила. Сегодня проверила все домашки. Счастливая, довольная, что вы в процессе вяжете, все у вас в порядке. У большинства все в порядке. Вот, и думаю, что многие из вас закончат все-таки в срок, все-таки успеют. Осталось совсем чуть-чуть. Если даже вы что-то не успеваете, тогда отказывайтесь от капюшона. Капюшон можно и потом после интенсива довязать. Как бы немножечко так найдите для себя выход правильный и можете на этом закончить, сделать какую-то небольшую обвязку и все. Вот, сейчас я переверну камеру, хотела бы остановиться, почему я задержала эфир, я рисовала тут. Хотела бы остановиться на разных видах горловины, и все эти виды горловины я хотела бы вам немножко на словах объяснить, чтобы вы понимали, как вам двигаться, что вам делать дальше. Но сегодня я на практике это все покажу. Просто буду объяснять, какой этап повторять за мной, а какой этап возможно пропустить и продолжить уже дальше свою личную обвязку, которую вы придумали. Саша, когда будем обвязку кармана делать? В последнем нашем прямом эфире. Обвязка кармана будет и все остальное. Ну все, давайте я переверну камеру и начнем. Сначала объясню разные виды горловины, потом еще раз с вами закончим вот этот рукав, а потом сделаем ложную кетлевку, если успеем. Надеюсь, что все успеем. Переворачиваю камеру. Сейчас, у меня тут очень много спиц, я подготовила специально для того, чтобы вам показывать все. Стойку воротник, когда рассмотрим. Вот сейчас как раз мы этим и займемся. Так. Вот, смотрите, сразу уже вам рассказываю. Я тут нарисовала все виды горловины. Ну, возможно, не все, но те, о которых вы мне писали, которые вы просили показать, объяснить. Сейчас я настрою камеру. Чуть-чуть вот так, наверное, да. Это мое худи, которое мы сейчас будем с вами вязать. Вот так я на ютубе положу листочек. Ой, вам как раз хорошо видно.
Вот смотрите, какие у вас могут быть варианты вязания нашего худи. Продолжение, да, скорее всего, вязания. Первый вариант — это мой, который я буду вам показывать от и до. Это когда вот у вас, связано уже вперед и спинка, когда вы сейчас делаете ложную петлевку коричневым цветом, я эту ложную петлевку отметила, потом дальше вы свяжете капюшон, и потом будете делать обвязку и завязочки. Это первый вариант. Здесь, что мы делаем? Мы сначала делаем ложную петлевку, потом продолжаем, вернее, вязать лицевой гладью поворотными рядами, наш капюшончик. Тоже это покажу, ну, завтра, скорее всего. Дальше. Есть еще вариант, когда вот такой вот высокий воротник лицевой гладью с таким загибчиком. Значит, вы сначала делаете ложную петлевку, как ее делать сегодня покажу. Затем вы продолжаете вязать лицевой гладью на нужную вам высоту. Потом вы вот в этом самом конце, где вам нужно вставить шнурочек, вы либо вяжете этот конец в 2 раза больше и загибаете, подшивая с изнаночной стороны. Как это сделать, у меня тоже есть видео, если нужно, я скину в канал Telegram это видео. Кто на ютубе меня смотрит, открывайте плейлист Sweater Oversize, мы там делали обвязку горловины с загибчиком, и вот это все можно повторить на худи. Либо вы здесь после вот этой части, как провязали весь воротничок, нужно довязать вот этот кусочек, вы вяжете полую резинку, и в эту полую резинку вы потом ставите шнурочек. Как это делать, я показывала в плейлисте юбка интарсия. Мы юбку интарсия заканчивали именно таким способом. Чтобы сделать вот эти дырочки, вам нужно просто связать один накид, провязать какое-то количество петелек и второй накид. И в следующем ряду накиды с соседней петлей просто провязать 2 вместе. Дальше у вас может быть такой же вариант, только без сложной петлевки. То есть сейчас вы сразу наберете петельки по краю горловины и сразу просто провяжете прямо вверх, а окончание точно такое же, как здесь. У вас может быть просто закончено худи какой-то резиночкой 1,1, 2 на 2, не имеет значения. Тогда вы сейчас делаете ложную петлевку вместе со мной. Затем продолжите вязать какой-то резинкой. О, мама присоединилась, мама, привет. Какой-то резинкой продолжите вязать и закроете точно так же. Сначала провяжете немножко полой резинки, сейчас я это покажу, и закроете точно так же, как мы с вами закрывали иглой петли на нашем вот этом рукавчике. Либо у вас есть другой вариант, вы не делаете ложную петлевку, а сразу набираете петельки на резинку, сразу начинаете вязать резинку и тоже закрываете иголочкой, как мы делали в рукавах. Еще один вариант — это воротник стойка резинкой, который хорошо садится по шее. Тогда вы тоже можете сделать ложную петлевку и потом продолжить свое вязание какой-то резинкой, но не так, как здесь, чуть-чуть провязав, а повыше. Повыше там, либо вы будете по высоте всей шеи вязать, либо можно еще сделать загибчиком, то есть провязать еще в 2 раза выше, и потом у вас будет такой загибчик красивый. То есть вы тоже продолжаете вязать резинкой на нужную высоту, и потом иголочкой закроете все петельки. То же самое вы можете сделать только без петлевки, то есть вы просто набираете петли по краю горловины, как это сделать я сейчас покажу, и продолжаете вязать резинкой любой 1,1, 2 на 2, 3 на 5, хоть 10 на 10, не имеет значения, вы сами выбираете. И дальше тоже закрываете иглой петельки, как мы делали на рукавах. Еще есть один вариант, когда вы просто провязываете лицевой гладью, и у вас получается такой воротничок, как бы широкий, он так, ну, красивыми такими складками у вас будет, немножечко, струящимся таким, я не знаю, спадать на шею. То есть просто лицевая гладь, не резинка, а лицевой гладью. Точно так же вы можете сначала связать ложную петлевку и продолжить вязать просто лицевыми петлями на нужную вам ширину. Это похоже на этот вариант, только этот вариант спортивный стиль, настоящая худи, а этот вариант, ну, кстати, не настоящая, потому что настоящая худи у нас с капюшоном. Ну, такое, знаете, разновидность худи, будем так говорить. А здесь более такой женственный вариант на какой-то свитерочек красивый, аккуратный. Можно просто лицевыми провязать и закрыть аккуратненько петельки
любым удобным для вас способом. Тогда он будет не по шее, тогда он будет без завязок, но тоже так аккуратненько лежать, такими складочками. И то же самое можно сделать без, кетлёвки, то есть вы можете сразу набрать петли лицевыми и дальше провязать прямо вверх столько, сколько вам нужно, просто лицевыми. Тогда перехода вообще не будет заметно, то есть у вас плавно лицевая гладь будет перетекать в лицевую гладь воротничка. Ну вот все, что я хотела сказать. Разные виды. Может быть, вы что-то еще добавите, может быть, у вас еще есть какие-то виды. Пишите, сейчас почитаю, объясню. Буду рассказывать ложную кетлевку, а остальные уже моменты вы либо посмотрите в других видео, которые я могу вам подсказать, скинуть, либо по моим вот таким объяснениям на словах. Понятно вот эта часть или нет, тоже напишите сейчас, пожалуйста. Ну, давайте приступим. Мне нужно закончить рукавчик. Я обещала вам еще раз показать, потому что есть девочки, которые не поняли, как вязать, полую резинку. Эта ниточка мне еще понадобится. Вот смотрите, то же самое мы можем делать и в воротнике, и вот здесь вот по низу мы сделали, и в рукаве мы это можем сделать. То есть этот вариант вообще на все случаи жизни. Показываю его просто здесь на рукавчике. Маркер мне нужно повесить на начало ряда. Сначала мы так, вешаю. Сначала мы провязали, такое количество рядов, не довязали, короче говоря, 1 ряд. Мне нужно здесь провязать 8 рядов резинкой, я провязала 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала 7 рядов. Вот тогда, когда нам нужно, довязать 1 последний ряд, мы начинаем вязать полую резинку. Для этого мы сначала, вот у меня изнаночная петля, сначала изнаночные петельки мы снимаем, нить у меня перед, петлей, а лицевые провязываем. Вот лицевую провязываю, изнаночную снимаю. И так мы провязываем 1 рядок. Это мы делаем, повторюсь, и на горлышке нашем, и внизу свитерочка, и на рукавах, чтобы было красиво. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. И так до конца ряда. Вот мой последний ряд моей резинки, я вяжу именно так. Так, где мой маркер? Лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Дошли мы до маркера. Еще 1 рядок мы вяжем, но теперь здесь мы будем изнаночные провязывать, а лицевые снимать. Вот моя изнаночная, которую я снимала в предыдущем ряду, я ее провязываю. Лицевую следующую я буду снимать, но снимаю уже так, чтобы нить была за петлей. Изнаночную провязываю, лицевую снимаю, нить за петлей и провязываю таким образом второй ряд. Это моя полая резинка. Вот теперь изнаночная, я ее провязываю, а лицевую снимаю, изнаночную провязываю, а лицевую снимаю. И после этого мы с вами начнем закрывать петельки иглой. Тогда у нас край получится как фабричный, очень красивый, аккуратный. И вот эта полая резинка, 2 последних рядочка, она нам поможет, сформировать, ну, такое, знаете, аккуратное окончание, когда у нас лицевые петельки плавно перетекают в лицевые петельки изнаночного ряда. Совсем это будет незаметно, во-первых, а во-вторых, она немножко сужает нашу резинку. Так, вот лицевую я снимаю, изнаночную провязываю, лицевую снимаю, изнаночную провязываю, лицевую снимаю. Маркер. Все, я связала, вот как раз у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядочков. Мы последний ряд провязали за 2 круга. В первом круге мы провязывали лицевые, а во втором круге провязывали изнаночные. Вот у нас готов последний ряд, и теперь мне нужно все петельки закрыть иглой. Это мы уже с вами делали, вот тут снизу я показывала, но я решила показать еще раз на всякий случай, потому что и вопросов было много, и попросили девочки показать, как вот эту вот полую резинку вязать. Оставила я себе подлиннее ниточку, сейчас ее вдену в иглу и буду заканчивать. Очень красиво полая резинка, а я просто иглой закрыла. Ну, можно и так, девочки, в принципе.
но с полой резинкой выглядит лучше. Так, давайте я маркер уже уберу, он мне не нужен. Вспомним 3 движения, которые я учила вас делать при закрытии иглой. Первое движение, у меня изнаночная должна быть первая петля. Если у вас лицевая, просто переснимите со спицы на спицу. Первая изнаночная. Я сначала иглой вдеваю ниточку в эту изнаночную слева направо. Вот так движение делаю. Так. Следующий мой шаг — это я дужку вот этой вот лицевой петельки, которая справа от изнаночной, подхватываю. Тут можно, в принципе, снять. Подхватываю эту дужку и подхватываю дужку лицевой петли, которая находится слева от изнаночной. Подхватила и вытягиваю, ой, вытягиваю ниточку. Сейчас у меня тут зацепилась. Так, вот, подхватила, вытягиваю ниточку. Это второй шаг. И третий шаг, я эту иголочку теперь вставляю снова в изнаночную, в ту первую, в которую я уже вставляла, теперь справа налево. Вставила, затянула и 2 петельки сняла, изнаночную и лицевую. Сняла. Теперь у меня снова изнаночная. Я точно так же делаю первый шаг, вставляю иглу слева направо. Подтянула. Теперь я ищу дужку лицевой петли. Вот она у меня, кстати, здесь хорошо видна. Ее можно подхватить. И дужку лицевой петли с другой стороны. Вставляю справа налево свою ниточку. Вот здесь вот я раскладываю свою нить так, чтобы у меня образовалась лицевая петля. Вот она есть. И третий мой шаг. Я справа налево вставляю в изнаночную петлю ту самую иглу с нитью. Готово. Снимаю 2 петельки, изнаночную и лицевую. Сняла. Перехожу теперь на другую сторону. Ой, я тут немножко... Так, секундочку, я тут немножко петли потеряла. Вот. Перехожу на другую сторону. Ну, так как я Magic Loop'ом вяжу рукавчик, то вот немножко надо спицу переложить, переместить. Вот у меня снова изнаночная петля. Первый шаг я вставляю слева направо, подтягиваю. Дальше ищу лицевую петельку. Вот у меня, видите, лицевая, она такой галочкой. И из этой галочки уже одна ниточка выходит. Значит, я в эту вставляю дужку, иголку в одну, и в следующую лицевую вставляю иголку. Здесь раскладываю свою ниточку так, чтобы у меня образовалась новая лицевая петелька. И третий шаг я вставляю в изнаночную петлю иглу справа налево. Вставила, подтянула, снимаю сразу 2 петельки. Снова вставляю в изнаночную иглу, ищу лицевую дужку, одну, вторую, вставила, здесь немножко подправила, чтобы у меня лицевая получилась. И теперь справа налево вставляю в изнаночную, подтягиваю, снимаю 2 петельки. И продолжаю делать те же самые действия уже в следующих петельках. Так. Здесь желательно сильно прям не затягивать, но в то же время не расслаблять свою ниточку, чтобы получались красивые петельки. Ну, стараться надо с такой же плотностью это все делать, с какой у вас петельки провязаны. Так, вот теперь у меня снова изнаночная. Ищу дужки лицевых. Вот одна, вторая. Вытаскиваю ниточку, тут поправляю, чтобы у меня получилась лицевая, вставляю теперь в изнаночную, снимаю петельку. Здесь я уже могу эти все на одну спицу петельки переместить. Снова вот у меня изнаночная вставила, ищу лицевую. Как ее найти? У нас дужка такая вот, получается, галочка. Из этой галочки уже одна ниточка выходит. Значит, в эту дужку я вставляю второй раз иглу. И вторую лицевую не забываем. Подтянули, вставляем в изнаночную. 2 петельки снимаем. Снова в изнаночную. Так, у меня тут она как-то скрещенная. Так, в изнаночную вставляем, в 2 лицевые, снова в изнаночную и 2 петельки сняли. И последний шаг. Ага, вот опять скрещенная, это потому что у меня убежали петельки, и я их быстренько на спицу не той стороной надела. Вставляю в изнаночную, одну лицевую, тут ищу вторую лицевую. Вот она у меня, вот сюда вставляю я петельку, свою иголочку, и в изнаночную
последнюю вставила, затянула. Эту ниточку я потом спрячу на изнаночную сторону. Вот что у меня в итоге получилось. Вот такой рукавчик. Вроде аккуратненько получилось. И, ну, вот так он выглядит сверху. Так, давайте почитаю, что вы пишете. И теперь будем ложную кетлевку. Так, все понятно. Вижу, что все понятно. Очень красиво. Это я прочитала. Для следующего свитерка доченьки так сделаю. Спасибо большое. Я уже закрыла рукава. Ну, я их закрываю точно так же, как я закрывала здесь, снизу. То есть, если вы смотрели это видео, то я просто сейчас повторяю на более светлых нитках и с использованием еще и ну, показываю, вернее, да, как еще сделать, как она называется, полурезинку, потому что здесь я это не показывала. Супер, все очень понятно, спасибо огромное, вы большая умничка, не за что, очень красиво и понятно. Когда уже конец интенсива, я все проймы, окат, это моя подружка, которая не вяжет, я все проймы окатов связала. Лапопей сюда еще свяжи, пожалуйста, и не забудь там добавить где-нибудь, я не знаю, реглан, например. Какой-то размер, девочки, я не знаю, какой это размер. Я просто взяла мерки у какой-то девочки и вяжу просто для того, чтобы вам на этом маленьком примерчике все показывать. Если не вяжу капюшон, расчеты не надо в ДЗ? Нет, не надо, но вы мне обязательно напишите, что капюшона нет. Я отмечу домашнее задание выполненным. Ну все, теперь давайте разберемся с сложной кетлевкой. Вот у меня такой вот вырез получился. Очень многие девочки переживают, что вот здесь вот высоковато получилась спинка. Если мы сейчас продолжим вязать капюшон, то все очень хорошо ляжет. Если это будет ложная кетлевка, а затем резиночка, то тоже все хорошенько ляжет. Это резиночку мы будем делать точно так же, не забываем. Тоже немножко сузится все полотно и будет все хорошо. Так, давайте начнем. Я здесь подготовила очень много спиц. Надеюсь, я как-то это все с вами сделаю, потому что нам нужны 2 пары спиц для того, чтобы связать ложную кетлевку. Первым делом мы набираем петельки по кругу. Но здесь, если вы будете вязать капюшон, то здесь очень важно найти центр нашего переда и с этого центра начинать набирать петли, чтобы у нас начало ряда было в центре. Чтобы в этом центре мы дальше поворотными рядами, простите, продолжили вязать свой капюшон. Если у вас нет капюшона и вы будете дальше продолжать вязать какой-то воротник, какую-то стоечку, либо просто обвяжете резинкой, тогда можно начинать с какого-нибудь краешка, вот, например, где у нас нитка, начинать вязать эту ложную кетлевку. Ну, либо, если не ложная кетлевка, просто набрать петли и провязать вверх. Чтобы у нас не было вот этого вот края, шовчика, границы рядов где-то по центру. Давайте я найду этот центр. Как же мне его найти? Вот я тут добавляла петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5 петелек у меня по центру. Я себе могу даже прям поставить пометку, какая петля у меня будет началом ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта петелька у меня будет началом, давайте пониже маркер поставлю, будет началом ряда. Вот отсюда я и начну набирать все свои петельки по кругу. Для того, чтобы связать ложную кетлевку, нам нужна еще дополнительная контрастная нить, которую мы будем прокладывать по изнанке. Если обязательно видео сохраню, конечно. Если у вас не будет ложной кетлевки и вы продолжите сейчас просто вязать вверх лицевой гладью, тогда контрастная нить не нужна, вы просто набираете петельки по кругу. Еще очень важный момент. Если у вас тут будет очень высокий воротник, либо капюшон, и у вас есть какой-то еще один лишний моточек, который вы не начали вязать, тогда возьмите, пожалуйста, этот целый лишний моточек, вот я себе подготовила, для того, чтобы связать этот капюшон от одной нити, чтобы у вас не было обрезов, обрывов, чтобы вам не нужно было на изнанке капюшона, внутри капюшона прятать ниточки, это, возможно, будет заметно. Если вы спрятали где-то тут изнутри, это будет не так видно, чем если вы в капюшоне где-то там посередине у вас будет какой-то узелок и какие-то кончики будут торчать. Поэтому не жалеем. Я вот обычно на вырез, на обвязку оставляю целый моток, ну, побольше пряжи, чтобы от прям вот одного моточка связать все.
Так, как мы тут набираем петельки? Я просто, ниточкой вот этой я буду вязать ложную петлевку. Я просто на пальчик набрасываю, ищу свою вот эту первую петельку, вот она у меня, и вставляю в центр петли спицу, провязывая первую петлю. Это и для ложной петлевки, и если вы хотите просто лицевой гладью продолжить вязание вверх. Здесь мне нужна будет контрастная нить. После каждой провязанной петельки я буду делать оборот вокруг этой нити, чтобы с изнаночной стороны у меня эти петельки тоже были зафиксированы. Вот смотрите, я провязала петлю, кладу свою эту контрастную нить, и теперь рабочей нитью я ее как бы цепляю, как при вязании жаккарда. И дальше вот моя следующая лицевая петелька. Я вставляю спицу и провязываю лицевую. Снова подхватываю свою контрастную нить. Не имеет значения, в какую сторону вы ее захватываете, главное захватить. Потом мы эту контрастную нить уберем, конечно же. Вот моя следующая петелька. Здесь уже, видите, у меня был поворот, и если я вставлю сюда, то будет не очень красиво. Поэтому я ищу целую лицевую петлю, и, вставляю спицу в нее, чтобы она у меня была вот четко. Сейчас попробую. Так, так. Чтобы она у меня вот сюда, наверное, да? Или сюда? Чтобы она у меня была четко, вот красиво переходящая каждая петля в следующую. Подхватываю нить, дальше смотрю, что мне тут можно подхватить. Если я подхвачу эту, будет, возможно, тоже не очень красиво, поэтому я подхвачу чуть пониже. Вот так. Дальше подхватываю снова свою контрастную нить. Дальше могу эту подхватить. У меня тут, видите, петелька каждая переходит в следующую петлю. Подхватываю контрастную нить, дальше провязываю, набираю здесь. Вот у меня снова лицевые петельки переходят в мою набранную петлю. Подхватываю нить и снова вот здесь захватываю эту, например, подхватываю нить. Если вам кажется, что что-то вы некрасиво, неправильно захватили, тогда, перевяжите потом. Ничего страшного в этом нет, если вам будет казаться, что, ну, можно было что-то лучше захватить. Обязательно захватываем вот эту контрастную нить. Это очень важно. Если не захватите, то потом у вас количество петель с одной стороны и с другой просто не будет совпадать. Так, дальше захватываю, перехожу сюда. Что у меня здесь? Давайте внимательно посмотрим. Это моя была добавка. Вот я, наверное, сюда вставлю спицу. Вот так подтянули. Снова подхватываю контрастную нить, поворачиваю. Тут у меня уже петли погона. Обязательно еще вот эти петельки из лицевые петельки, да, они у меня немножко в перевернутом виде, потому что мы вязали сверху вниз, но точно так же можно их и, ну, как бы на пол петли смещение у меня идет, но можно их как бы продлить с помощью моих петель, которые я набираю сейчас. Так, вот у меня не получается. Вот, набралась, подхватываю контрастную нить. Дальше смотрю, что у меня здесь, что я здесь могу подхватить, чтобы у меня получилось красиво. Вот так подхватываю. Так, дальше подхватываю контрастную нить, смотрю здесь, где у меня можно красиво захватить. Ну, вот так, чтобы вот эти лицевые петельки были продолжением петель, которые у меня на горловине. Так, снова подхватываю нить. Здесь что мне нужно подхватить, чтобы было красиво? Вот эту. Вот, и я всегда каждую петлю проверяю, смотрю, чтобы она красиво смотрелась. Так, здесь, я думаю, вот эту прибавку подхвачу. Хотя тут такая, знаете, как дырочка получается. Значит, вполне возможно, что мне можно подхватить сразу уже следующую, чтобы не было этой дырочки. Так, я там подхватила, кажется, не подхватила. Да, вот один раз подхватила, все, за этим очень внимательно следим.
Так, вроде нормально. Вот дырочки уже нет, значит, я все правильно сделала. Проверяю. Следующую мы можем подхватить вот тут. Это пошла моя спинка. Спинка у меня абсолютно прямая, поэтому я могу просто одни и те же петельки подхватывать. Вот видите, как получается, смещаясь просто на одну петлю влево. Так, дальше подхватываю вот эту. Контрастную нить не забываю подхватывать. Вот эту. Это тоже, знаете, такой творческий процесс. Красиво набрать петельки по краю, чтобы все было аккуратненько. И очень важно, чтобы вы это сделали хорошо, потому что если получится так, что где-то что-то криво-косо, то это как раз шея, и эту часть очень хорошо видно, когда вы будете носить свое худи. Это будет очень бросаться в глаза, поэтому над этим надо поработать. Получается, ты подхватываешь между лицевыми петлями. Да, я как бы себе здесь придумала, что мои лицевые петельки, они смотрят снизу вверх, да, и между лицевыми петлями подхватываю ниточку, как бы имитируя продолжение моей лицевой глади. Так, Неля, привет, как делишки? Ну, здесь по спинке просто очень легко подхватывать, поэтому я не комментирую тут по прямой. Так, вот тут у меня начало ряда, мне нужно тут тоже хорошенько это все просмотреть, как мне тут лучше. Вот сюда захвачу петельку. Так, вот вроде получилось красиво. Дальше подхватываю контрастную нить. Она немножко путается, потому что я ее все время подхватываю одинаково. Дальше, смотрите, вот моя дорожка из лицевых петель. Значит, я вставляю куда-то сюда. Вот, вроде получилось. Теперь снова подхватываю. Теперь эта часть вот сюда можно захватить. Так. И теперь пошел погон. Если вы, кстати, если вы вяжете какую-то резинку дальше следом, то вам нужно обязательно проследить за тем, чтобы количество набранных петель было, то есть в это количество набранных петель помещался раппорт вашей резинки. Вот вы сейчас все петельки наберете, и потом обязательно посмотрите, посчитайте, сколько у вас их, и посмотрите, все ли помещается, чтобы не получилось, что, например, вяжете резинку 1 на 1, а у вас в итоге там одна петля лишняя и 2 одинаковые петельки встретятся. Вот, вроде получается. Так, давайте дальше посмотрим. Подхватываю. Что у нас здесь такое всякое какое-то непонятное? Эту дорожку мы пропускаем. Это моя дорожка с прибавками. Вот давайте посмотрим, если я сюда вставлю. Так, давайте попробуем теперь вставить вот сюда. Вот, мне нужно вот эти вот петельки потом будет просто с изнанки подтянуть. Дальше здесь, я думаю, вставлю сюда. Снова подхватываю. Я надеюсь, что я не пропустила все эти подхваты, потому что будет потом обидно. Здесь вставляю сюда. Ну, если что, потом будем перевязывать. Так, теперь вставляю сюда. Вот, вроде получается, да, вроде красиво и все аккуратненько. Вставляю сюда. Здесь смотрим, можно вот сюда вставить. Дальше здесь сюда. Так, не в центр. Не в центр петли попадаю. Как мне попасть в центр? Какая-то у меня тут петля никакая, да? Ага, вот так подтянула. Дальше прохожусь. Что у меня здесь? Смотрю, вот мои петельки вот сюда вставлю. И в конце, если вы вяжете капюшон, то, в принципе, тут не имеет значения, какое количество петель у вас, четное, нечетное. Все, вот в конце я еще добавила. Набрала я все петельки. Сейчас я почитаю, что вы пишете.
Если горловина набрана на бросовую нить, как тогда набирать? Значит, бросовую нить вы убираете. У вас получается вот как сейчас открытые петли по горловине. Сейчас мы провяжем вот эти лицевые петельки, а затем будем вязать с изнаночной стороны те же самые петли. Но вы тогда, когда будете провязывать первый ряд, вот как у нас в кармане, вы провязываете одну лицевую, одну набираете, лицевую набираете, лицевую набираете. У вас получится один ряд лицевых петель, которые находятся с лицевой стороны, и второй ряд находится точно так же на спицах, но он будет с изнаночной стороны. И вы полой резинкой провязываете столько рядов, сколько вам нужно для вашей высоты. Сейчас покажу, какая высота. Саша, ой-ой-ой, сколько вопросов. Саша, не надо укороченными рядами добирать высоту капюшона по вырезу. Если у вас очень глубокий вырез, но мы как-то глубокий вырез с вами не делали, то есть я сразу набираю этот капюшон и вяжу вверх. Если у вас глубокий вырез, либо V-образный, и вы хотите связать капюшон, тогда вам обязательно нужно сначала провязать, ну вот предположим, да, у вас такой глубокий вырез, вам нужно сначала провязать, начать вязать снизу, добавляя по одной петельке в каждом ряду, то есть провязать такой треугольничек поворотными рядами и затем уже вязать целый вырез. Это да, чтобы он был как бы анатомически правильно сформирован. Так. Как начинать петлевку, если набор на бросовую нить? Это рассказала. Саша, я сразу вязала на дополнительную нить, перенесла на спицы, мне нужно контрастную нить? Нет, если у вас уже все петли набраны, вы просто первый ряд провязываете лицевая, набрали, лицевая, набрали, лицевая, набрали. Как вот здесь вот в кармашке. Саша, какое количество петель надо набрать по горловине? Какое у вас получится, чтобы было красиво? Оно не обязательно должно совпадать с тем количеством петель, которые у вас уже есть. Может быть, вот здесь вот, да, где-то, так как эта часть связана сверху вниз, а мы вяжем снизу вверх, возможно, где-то вот здесь на стыках у вас, ну, не очень будет красиво, если вы будете все петельки набирать. Поэтому оно может немножко отличаться от количества петель на горловине. Это не страшно. Ну, естественно, если оно будет отличаться там на 10 петель, значит, вы что-то сделали не так, и вы, скорее всего, в каких-то местах просто не вытянули ниточку. То есть, может быть, только вот тут вот на стыках что-то как-то, а вот это количество петель в лицевой глади тут, на спинке, на погонах, оно должно четко совпадать. Почему надо набирать от середины переда? Это если вы вяжете капюшон, чтобы мы продолжили дальше поворотными рядами вязать, чтобы центр капюшона, начало ряда у нас было здесь. Так, Неля пишет: спасибо, хорошо, вяжу третий этап, надеюсь, успею. Нитки дозаказала, с почты нужно забрать. Хорошо, очень нужный урок, спасибо от души, дождалась эфира, на глаза закрывается, завтра посмотрю. Да, конечно, посмотрите в повторе. Сейчас продолжим. Вы столько много пишете, хочу прочитать. Если впереди застежка, то как лучше сделать воротник? Вы тогда можете провязать точно так же вот эту часть резиночкой, а вот эту застежку у вас тут, да, скорее всего, такая дырочка вы оставили, значит, в эту дырочку поворот, ой, в смысле, поперек вязания набираете петли вот так, поперек вязания, и вяжете свою планочку одну и планочку вторую на высоту вашей резиночки. Саша, какая ты молодец, такая колоссальная работа, восторг, спасибо большое. Ну что, продолжим, девочки. Вот это первый этап, который мы выполнили. Если вы не хотите вязать ложную петлевку, вы продолжаете вязать дальше лицевыми петлями, либо сразу резинку начинаете. Это вот эти все случаи, вот эти, которые я показывала, вы можете сразу же продолжить вязать без броса вот этой вот контрастной нити. Если у вас на бросовую нить набраны петли, то точно так же просто все эти петельки открыли и дальше продолжаете вязать лицевыми. Я же буду ложную петлевку вязать, поэтому продолжу ее вязать. Следующий шаг, который нам нужно сделать, это провязать ряд изнаночными петлями. Это для ложной петлевки. Провязываю все петли. Ой, что у меня тут?
с ниткой. Провязываю все петли изнаночными по кругу. Здесь желательно хорошенечко их подзатянуть, то есть стараться вязать не слабо, а ну плотненько. Я вот, видите, снова даже взяла спицы потоньше, чтобы у меня все хорошо легло. Вяжем изнаночными петлями наш ряд. Он один у нас будет. Ой, уже 40 минут. Ну, видите, как ложную петлевку сложно вязать за час. Хочется объяснить все подробно, показать, и в итоге мы не укладываемся. Сейчас буду стараться как можно быстрее провязать этот ряд, хотя не очень удобно. И вот после этого изнаночного ряда вы можете оценить, насколько хорошо вы набрали петли. Если где-то что-то вам не нравится, если кажется, что где-то какие-то дырки образовались, либо некрасиво вы из какой-то лицевой петельки набрали петлю, тогда переделывайте, перевязывайте. Вообще горловина это всегда, ну, место, куда глаз падает в первую очередь, потому что это ближе к лицу часть и на уровне глаз находится. И очень хорошо, если она будет сделана качественно, горловина. Так, легкотня, когда уже будут интенсивы со сложными изделиями. Это все Богдана. Я не читаю, Дан, твои сообщения, комментарии, потому что запись на "Ютубе" идет, и, хочется просто, чтобы максимально информативным был эфир. Все вижу, все читаю, что ты пишешь. Давай тогда мастер-класс по лапопесе устраивай. С окатом рукава и окаты проймы, как там ты писала. Если вточной рукав и вот такой капюшон с кетлёвкой, на обвязку тоже 3 сантиметра добавлять к ширине выреза? Ой, а какую обвязку? Что то я не поняла. Ну, если ширина выреза, да. Если вы имеете в виду вот эти, да, боковые части, да, конечно, там надо учесть то, что у вас будет обвязка потом. Вот, связали мы изнаночный ряд, ну, давайте посмотрим. Должно все быть аккуратненько и без дырочек. Вроде у меня аккуратненько тут. Ну, по спинке точно будет аккуратненько, потому что там по прямой, ничего особенного. Вроде нормально. Следующее, что мы делаем, это мы провязываем 2-3 рядочка лицевыми петлями. Просто вот эту контрастную нить мы так и оставляем, пусть она у нас пока будет, занимаемся пока передней частью. Провязываем 2-3 рядочка лицевыми петлями. В этом месте вы можете себе сделать дырочки, то есть просто провязать накиды и в следующем ряду провязать накид вместе с соседней петлей, для того, чтобы вот сюда в серединку, в эту ложную петлевку вставить шнурочек. Мы будем шнурочек вставлять в обвязку капюшона, поэтому я здесь дырочки делать не буду. Но это тоже как вариант. Можно дополнительную спицу на пол номера меньше взять? Да, можно, конечно. Богдана, с нами будете вязать? Богдана, давай к нам в интенсив. Так, это я прочитала. Ну, правда, легкотня же Сашу этому уже научила в конце 2017-го. Да, у нас был такой интенсив, я это уже все показывала. Я вот все равно не проверяю, изнаночные вяжем те, что на спице, и добавочные петли. Нет, добавочные вы можете сначала переснять, если вам так неудобно, на другую спицу. Если можете вязать все сразу, тогда добавочные вы будете просто снимать, а вот эти передние петельки вы будете провязывать. Просто я родилась со связанной регланоподобной кетлёвкой. У меня в крови течет 50% ангоры, 50% акрила. Да, на акрил это не очень состав, поэтому уж лучше будет 50% ангоры и 50% кашемира. Так. Ну что, вот я провязала один ряд лицевыми петельками, дальше мы провязываем следующий ряд лицевыми, ну, 2-3 рядочка. Если у вас спицы толстые, пряжа толстая, то можно 2 рядочка. Если у вас совсем тонюсенькая пряжа, можно и 3 рядочка провязать. Я тут провяжу 2, чтобы у меня было не так высоко это все таки детское изделие. Плюс
Плюс что плюс? Плюс, чтобы время эфира не занимать. И дальше следующий наш этап — это мы будем разбираться с изнаночной частью нашего изделия. Теперь будем провязывать, внутренние петельки. Для начала их нужно тоже набрать, тоже провязать изнаночными, тоже провязать 2 вот таких вот рядочка. А потом в самом конце мы должны провязать 2 вместе, одну петельку с лицевой стороны, одну петельку с изнаночной стороны. И таким образом мы снова выйдем на вот это количество петель, которое у нас сейчас на спицах. И дальше уже можно вязать капюшон. Не знаю, успеем мы сегодня или нет, буду стараться. Так, вот дошли мы до маркера, провязала я 2 рядочка лицевыми петлями. Вот что у меня пока получается. Теперь я хочу эти все петельки переснять на другую спицу. Где она у меня? Я тут подготовила. И просто использовать снова эти же спицы, чтобы вязать внутреннюю часть полотна. Я просто пересниму быстренько, постараюсь это сделать максимально быстро. Вы можете сделать так же, то есть подготовить какую-то лесочку, которой вы не пользуетесь, переснять эти все петли на другую спицу и снова той рабочей спицей, которой вы провязывали эту часть, связать часть с изнанки. Хотя можно взять вторые спицы и вторыми спицами связать изнаночную часть. Но я в этот раз решила так сделать. Горловинка маленькая. То есть я, видите, не провязываю, я просто переснимаю. Так, все готово. Эти спицы я сейчас буду использовать. А вот эту часть я просто зафиксирую, закреплю, чтобы она у меня не болталась и не мешала мне. Так, вроде готово. Вроде нормально, ничего никуда, надеюсь, не убежит. Если убежит, это будет вообще жесть. Так, все, смотрите, вот что у меня получилось. Вот такая горловинка. Теперь мы начнем вязать изнаночную сторону. Ой, вы столько всего пишете, хочу почитать, но, к сожалению, надо вязать. Смотрите, что у нас по изнаночной стороне. Разворачиваем ее к себе. Начало ряда у нас там, где вот эта вот ниточка беленькая, ну, где конец белой нити, то есть вот это начало ряда. И тут мы можем заметить, что у нас есть петельки коричневые, которые как раз обозначены этой белой нитью. Вот эти коричневые петельки мы должны с вами поднять на спицу. Я их просто вот так вот цепляю спицей и поднимаю. Эти петельки у нас уже рабочие, готовые, и мы должны потом будем их связать все снова изнаночными, как и с лицевой стороны. Это количество петель должно равняться с количеством петель с лицевой стороны. Я надеюсь, я все правильно сделала, потому что иногда, когда разговариваешь, что можно что-то не так набрать. Но будем смотреть. Если что-то не получится, тогда я просто перевяжу. И вот мы, видите, идем, смотрим на контрастную нить и подбираем, так сказать, нанизываем те петельки, которые обозначены красной нитью. У меня они коричневые. Контрастную нить пока не убирайте. Я все-таки ее до последнего сохраняю. На всякий случай, вдруг мне что-то не понравится, я потом захочу перевязать, чтобы она у меня была. Вдруг я сейчас что-то не так наберу, распущу, и мне тогда заново придется перевязывать лицевую часть. Вот так вот мы их все подбираем. Как правило, на этом этапе я считаю петли по лицевой стороне и вот эти набранные петли. Сейчас этим заниматься не буду, чтобы не тратить ваше время. Набираю их так все по кругу. Так, ну более-менее понятно или нет? Это у нас уже будет 4-й этап. Первый этап мы набрали петли по кругу.
Второй этап мы провязали изнаночный ряд. Третий этап мы провязали 2-3 рядочка лицевыми петлями. И четвертый этап мы теперь с изнаночной стороны подтягиваем наши коричневые рабочие петли на спицу. И будем теперь то же самое провязывать с этой с изнаночной стороны. Так. Да, она там веселит людей. Я боюсь отвлекаться, потому что сейчас буду все это читать и, к сожалению, не успею показать. Хотя у нас уже 10 минут, да, осталось. Ну, ничего, если что, сейчас я, продолжу эфир, потому что мне все таки хочется показать всю петлевку. Вот это сложная часть, конечно. Подхватить все петельки. Ее нужно делать очень медленно, внимательно, чтобы ничего не потерять, чтобы у нас все четко совпало с лицевой частью. Это очень важная часть. Уже тяжеловато уже набирать. Еще чуть-чуть осталось. Фух. Еще очень такая пряжа расслаивается на разные, знаете, ниточки. Я подхватываю тут не все ниточки, но сейчас буду провязывать и буду все это дело проверять. Так. Не набираются у меня еще эти петли, потому что леска с лицевой стороны, она шире, чем вот эта моя рабочая леска. Сейчас тоже буду смотреть, как же так все это связать аккуратненько. Может быть, надо было взять другую леску подлиннее и просто вывести одну петлю. Сложно набирается, очень сложно. Видите, еще спицы не острые. Вы со своими чагушками быстро все наберете, потому что у вас спицы более острые. Так, ну что, все, вроде готово. Вот еще одна моя петля потерянная какая-то, я ее тоже подтяну. Готово, набрала я все петли, повешаю маркер на начало ряда. И здесь теперь мне нужно сделать то же самое. Провязываю все петли изнаночными. Где моя рабочая нить? Вот она. Вот моя первая петля. Вот так, наверное, вытащу, да, чтобы мне было удобно вязать. И провязываю все изнаночные. Здесь тоже очень важно, она мне теперь еще и мешает. Ой, здесь очень важно теперь мне лично захватить все ниточки, чтобы все было очень аккуратно. Вот провязываю первую изнаночную, вторую изнаночную и дальше так пойду по кругу. Знаете, я, наверное, что сделаю? Я надену все-таки спицы. Пусть у меня лучше тут будут спицы болтаться. Вот, так будет гораздо, мне кажется, удобнее. Да, и отлично стало. И теперь провязываю первый рядок все изнаночные петельки. Только что мы нанизали эти петли на спицу, теперь мы их провязываем изнаночными. И следить надо, чтобы я подхватывала только рабочие петли, подхватывала все ниточки у этой петли и не подхватывала свою контрастную нить. Пока контрастную нить не убираю, на всякий случай, чтобы мне потом не пришлось перевязывать еще и переднюю часть. Так, тоже набираю на другую пару спиц с изнанки. Я вместо контрастной нити сразу использую вторую пару спиц. Тогда петли не нужно поднимать, они уже сразу внутри на спице. Да, это очень хорошо, правда. Оно быстрее, наверное, работает, но я делаю так, как привыкла. По привычке всегда именно так. Так. Каждый развлекается, как умеет. Ай, хочу пролистать, оно не листается. Саша, сори, пропустила спицы.
Как пару лет назад в Китлёвке меньше на размер, чем полотно вязала? Ну, это да, по желанию. В принципе, на резинку мы всегда берем, да, на полразмера меньше, чем на основное полотно, чтобы не было здесь в Китлёвке никаких дырочек, чтобы все было максимально плотненько. Можно взять спицы на размер меньше, на полразмера меньше. Вот видите, у меня же они тоже поменьше, потому что мне важно, чтобы тут все было хорошо плотненько связано. Так, вот тут, например, вот эта петелька, она у меня, лежит не той стороной, поэтому я ее провязываю так, чтобы не было скрещенной. Вот опять следующая петля. Обязательно здесь надо следить за тем, чтобы все петельки были провязаны одинаково. Ну, либо бабушкиным способом, либо классическим, чтобы не было никаких скрещенных. Вяжу дальше. Очень плотненько у меня это все. 54 минуты. Ну ничего, мы сейчас с вами довяжем. Я включу еще один эфир. Пусть будет все одним цельным видео, а завтра уже начнем капюшон вязать. Так. Что такое маленькое изделие? Я ж такие маленькие вообще не вяжу. Я вяжу только взрослые, и там всегда спиц этих хватает с головой, и вяжешь себе спокойненько. А тут на таких малышах, коротышах это все очень сложно. Стараешься еще потуже затянуть. Так. Ну вот, что у нас получается. Вроде пока все хорошо. Можно не бабушкиным способом, а Богданатью. Да, на тебе можно все. Ты можешь тут и Богданатью вязать, и бабушкиным, и дедушкиным способом, каким угодно. Тебе, в принципе, в вязании можно все. Так, вот смотрите, у меня снова, петля не в ту сторону лежит, то есть я ее просто провязываю так, чтобы она у меня, лежала как надо. И последняя петля снова еще неправильно лежит. Провязала я ее. Так, теперь у меня маркер. Все. Значит, дальше я продолжаю вязать, уже 2 рядочка лицевыми. Столько рядов лицевыми, сколько у меня было и на лицевой стороне. Просто лицевыми петельками по кругу. Тут все удобно, хорошо, но не в моем случае. Мне все равно неудобно что-то вообще. Пусть у вас будет гораздо удобнее, чем у меня, девочки. Вот в эти 2 такие вот, штучечки провязанные мы сейчас с вами спрячем край, набранный вот этот край, он у меня бежевый, нашего изделия. И как раз, не имеет значения, помните, я вам говорила, каким способом вы набираете петли, потому что он все равно у нас хорошенько, красивенько спрячется в ложную кетлевку. Вот мы его как раз сейчас прекрасным образом спрячем. Туда потом и ниточку спрячем, которой мы набирали петельки. Но это уже будет потом в конце нашего интенсива. Интересно, как дедушкиными вязать. Давайте придумаем, девочки. Я думаю, что даже нам не нужно придумывать, нам, если что, придумает Богдана. Да, Дана? Опоздала, вы тут ждете в комментариях. Ну и Сашенька молодец, как всегда, спасибо. А, наверное, не ждете, а жжете, да? Вот шутки шутками, а я задумалась над вязанием пледа из Ализе Пуффи. Для такой вязальной тупицы, как я, будет неплохое начало. Это которые, такими ниточка с петлями, да, уже готовыми? Ну, может быть, да. Сейчас тем более это очень популярно. Дана, если хочешь, я тебе журнальчик привезу. У меня есть, как из этой пряжи вязать разными способами. Первый ряд провязала, теперь вяжем следующий ряд. Второй лицевой, лицевыми петлями, вернее. Я сама не вязала, честно скажу, из этой пряжи и не покупала. Провязываю следующий ряд, и все, у нас останется еще один этап, самый страшный для меня, потому что я не уверена в том, что количество петель у меня тут сейчас совпадет. Даже если совпадет, это будет просто фантастика. Если не совпадет, то я просто с вами это все свяжу, а уже без вас спокойно перевяжу, пересчитаю, чтобы все четко совпадало. Но мы с вами почти уложились в час, да, девочки? Сейчас я давайте переключу прямой эфир. Пока довяжу это лицевой гладью, вы переподсоединяйтесь. Давайте сейчас.
Так, сейчас я подсоединюсь. На следующий эфир он у меня тут немножко перевернутый. Ага, вроде получается. Да, вроде получается. Выхожу во второй прямой эфир и дальше продолжаю вязать все лицевыми петельками. Это мой второй рядочек. Так, ну что, вы присоединяйтесь. Супер. Довязываю я второй рядочек лицевыми петельками. И дальше нам останется последний уже, получается, шестой этап, да, или седьмой. Это провязать 2 вместе, одну петельку с лицевой стороны, одну петельку с изнаночной стороны. Сейчас мы это будем с вами делать. И после этого вы уже сами продолжаете вязать то, что вам нужно. У кого-то капюшон, у кого-то это воротник такой, стоечка, у кого-то может быть лицевая гладь, у кого-то что-то типа какого-то такого из лицевой глади воротничка. Вот, смотрите. Сейчас тоже я тут внимательно посмотрю, чтобы у меня этот мой край, он поместился в 2 слоя, которые я навязала. Кстати, интересно смотрится, согласитесь, прикольно. Смотрите, вот у меня есть первый слой моего вязания. Вот он провязанный. И есть точно такой же второй слой моего вязания. И теперь в эти 2 слоя, я сейчас буду провязывать 2 вместе, должны поместиться все вот эти мои части набранного ряда. Мне кажется, что оно очень плотно смотрится и как будто просится еще один ряд. Но сейчас я все-таки это провяжу 2 вместе и посмотрю. И вот так вот мы закроем этот набранный ряд в нашу петлевку. А вот так неплохо смотрится, как будто что-то такое, законченный вид уже, да, какой-то. Так, теперь мне нужны спицы мои вот эти, которыми я, ну, ими давайте я и свяжу, которыми я вязала, вернее, не вязала, да, на которые я пересняла петельки. Это у меня какой номер-то? 4,5. Сейчас я постараюсь тут найти эти 4,5 свои. Это точно не 4,5, это пятерочка. Если найду. Мне кажется, это тоже не 4,5. Да, может быть, я подготовила. У меня их нет. Ну ничего, это мой маркер. Ничего, давайте я вот такую вот. Все равно вязать я буду этой спицей. Так, теперь что мы должны сделать? Мы должны вот этой же рабочей нитью, никуда мы ее не деваем. Мы должны... Ой, потеряла петельку. Мы должны провязать, это маркер, можно его уже тоже убрать. Мы должны провязать одну петельку с лицевой стороны и вторую петельку с изнаночной стороны, 2 вместе. Вот я захватываю петельку с лицевой стороны, захватываю с изнаночной и провязываю 2 вместе. Поначалу это будет сложновато, вот так вытянули мы петельку, ну а потом вы уже поймете суть и все будет получаться. Снова берем одну петлю с лицевой. Ой, подождите, не то я начала делать. Посмотрите, у меня тут перекрутилось начало ряда. Неправильно я делаю, девочки. Чувствую, что что-то не то. Смотрите, начало ряда у меня переместилось. Вот же мой маркер. Значит, мне нужно первую вот эту петлю провязывать. Значит, эти 3 петельки я переснимаю на вот эту спицу. Вот. Нашли начало ряда. Обязательно нужно сопоставить начало ряда и с той стороны. И теперь уже начинаем вязать. Эту как-то я спицу спрячу. Одну петельку подхватываем с лицевой стороны, другую с изнаночной и провязываем 2 вместе лицевой. Провязали, и 2 петельки с 2 спиц мы снимаем. Дальше берем лицевую с лицевой стороны и еще одну петельку с изнаночной стороны. Провязали лицевой, петельку сняли. Тут у меня как-то не все я как будто бы захватила. Дальше берем эту и 2 петельки провязываем лицевой.
Дальше эту и эту 2 петельки провязываем лицевой. И так мы вяжем с вами по кругу, пока все петельки не закончатся. И вот как раз почему я вам говорила, что нужно, чтобы количество петель совпадало, как раз для этого последнего этапа нам это и нужно, чтобы мы связали сейчас круг, и у нас ни на одной спице не осталось петель. После этого, когда мы это все свяжем, можно будет оценить нашу ложную петлевку. Если нас все устраивает, тогда контрастную нить мы можем убрать. Провязываем. Видите, я уже как-то приловчилась, и у меня получается гораздо быстрее провязывать эти петельки. Вот. Вот у нас что получается в итоге. Такая штучечка. Так, пишу, читаю, смотрю, что вы там. Наконец-то попала на эфир. Это у нас уже второй эфир. Главное сейчас завершить нам эту ложную петлевку и попрощаемся. А завтра продолжим капюшон. Вот после вот этой части, когда вы провяжете 2 вместе все петельки, вы дальше продолжаете вязать любой вариант выреза, какой хотите. Но если вот когда вначале я набирала просто петли, я вам рассказывала про вот эти варианты, то теперь после ложной петлевки вы можете связать любой из этих вариантов. Продолжаю вязать по 2 вместе. Ну что, ставим ставки, девочки. У меня будет одинаковое количество петель или я все-таки где-то за разговорами ошиблась? Ничего страшного в этом нет, я вообще этого не боюсь, потому что, ну, это все работа, процесс рабочий. Если я где-то, ой, маркер уронила. Если я где-то ошиблась, ничего в этом страшного нет, спокойненько распускаем и перевязываем. Вот это место меня волновало, тут очень плотно. Ну, вроде бы все спряталось, вроде бы все хорошо. Еще посмотрим потом, когда я свяжу целый ряд. И сейчас у нас останется один ряд петель и одна пара спиц. Вторую ненужную пару спиц мы с вами уберем. Дальше при вязании капюшона, если у вас капюшон, мы будем вязать поворотными рядами. Покажу это уже завтра, как делать. Если у вас дальше идет какая-то круглая горловина, там резинкой или лицевой гладью, вы продолжаете вязать по кругу. Обязательно отмечаете начало ряда и довязываете до нужной высоты вашу горловинку. Потом точно так же полая резинка, как я объясняла сейчас только что на рукаве. И в конце закрыть петельки иглой. Ну, вроде нормально. Видите, дырочек нету. Самое главное, чтобы у вас между ложной петлевкой и основным полотном не было дырочек. Поэтому я говорила, что вот здесь на стыке внимательно смотрим, что нам нужно подхватывать, где у нас погон, чтобы не было лишних дыр. Ну вот дыр у меня пока нет. Еще плюс, видите, толщина спиц тоже очень сильно влияет. Лучше взять потоньше спицы, лучше поплотнее вязать, чтобы никаких отверстий лишних у нас там между петлями не было. Сейчас все равно довяжем, я посмотрю, как у меня получилось. Аккуратно или неаккуратно. Так, тут у меня дальше что-то идет со спицами, как-то слишком туго пошло. Буду поправлять. Надо вывязывать по кругу или поворотными рядами. Ложную петлевку мы вяжем по кругу, а дальше уже смотрите сами, что у вас там, что вы задумали. Если капюшон, то поворотными рядами. Вот тут, наверное, вот так сделаем. Если капюшон, то поворотными рядами. Если дальше какая-то у вас резинка, воротник, стойка, то продолжаете вязать по кругу. Но ложную петлевку в любом случае мы вяжем по кругу. Не забываем обе петельки подхватывать. Так, вот что здесь. И постепенно смотрим, что получается. Саша, вторую спицу вязать изнаночными внутрь или наизнанку? Вы располагаете вязаное полотно изнанкой к себе и провязываете все петельки изнаночными. Вот с изнаночной стороны у вас так должно получиться. То есть мы смотрим наизнанку. Как-то тут опять неудобно. У меня вяжется.
Ну вот, видите, все получается. То есть с изнаночной стороны, Татьяна, по-моему, вы спрашивали, с изнаночной стороны у нас должна получиться изнаночная петелька. Вот как и здесь, с лицевой стороны. Первый ряд изнаночные петельки, и точно так же с изнанки тоже должен быть ряд с изнаночными петлями. Так, провязываю дальше. Такой достаточно кропотливый труд, внимательно все провязать, чтоб ровненькие петельки были. Здесь не стоит вязать слишком слабо, повторюсь уже который раз. Вяжите поплотнее. Чем у вас будет плотнее, тем будет красивее. Если вы будете вязать слишком слабо, слишком рыхло, то и эта ложная кетлёвка, она будет выглядеть как что-то неаккуратное. Так, вот провязала еще кусочек. Проверяю, нет ли тут дырочек. Дырочек вроде нет. Надо так, это я прочитала. Саша, куда денешь этот худи? Не знаю пока, девочки. Так, ну можно тут теперь посчитать. 3, 3, 6 и 6. О, у меня одинаковое количество петель, я не ошиблась за разговорами. Ура! Девочки, это супер, я молодец. Я молодец, все в порядке у меня. Значит, я все сделала четко. Руки, как говорится, сами уже вяжут, а мозг думает отдельно от рук, может думать отдельно от рук, все в порядке. Так, заканчиваем. Я надеюсь, что это последние рядочки, последние петельки, а то сейчас окажется, что... А, да, фух, все правильно. Да, все правильно. Вот, смотрите, провязала последнюю, убираю, у меня одна пара спиц должна остаться. Вот, осталась одна пара спиц. Ну, смотрим теперь, что тут получилось. Теперь я отсюда буду вязать поворотными рядами свой капюшончик и буду добавлять петельки. Ну вот, в принципе, как у меня вышло. Давайте посмотрим изнаночную сторону. Ну, вроде нормально. Вроде все ровненько, аккуратненько. И с изнаночной стороны мы теперь можем убрать эту самую контрастную нить. Если изначально вырез, то как тогда? Так у меня тоже вырез, я все показывала, как делать. Надо аукцион устроить и продать этот худи. Да не, продавать точно не надо. Вытягиваю я эту контрастную нить. И давайте посмотрим, что получилось с изнанки. С изнанки должен получиться изнаночный ряд из изнаночных петель. Вот он у меня получился. Тут продолжение. Как у меня тут в начале. Да, вот тоже все изнаночные петельки, все в порядке. Из-за выреза, видите, тут такой вот полукруг образуется. Ну, вроде все в порядке, все нормально. Теперь отсюда я буду вязать дальше изнаночный ряд, и у меня будет вязаться мой капюшон. Сразу начну с изнаночного ряда, так как у меня нитка тут, уже не буду это все соединять в круг, и пойду туда-сюда поворотными рядами вязать свой капюшон. Саша, если капюшон внахлёст, то надо добавить петли с нахлёста в общую окружность капюшона или наоборот вычесть. Ну, у меня тоже будет внахлёст, но за счет обвязки резинкой. То есть я здесь буду вязать капюшон сейчас прямо, а потом добавлю обвязку, и у меня одна обвязка будет с этой стороны пришита, а вторая обвязка с этой стороны, то есть будет нахлёст. Если вы так не хотите такой нахлёст, тогда вы добираете количество петель вот здесь по краю, и здесь тоже по внешней стороне тоже добираете, чтобы этот нахлёст был. И провязываете, получается, отсюда вот эти все петельки и сюда. То есть у вас тут будет по центру 2 рядочка петель. Вот так отсюда и сюда, и назад, и сюда. И будете вот так вот вязать, и в центре 2 раза провязывать и те петельки. Саша, у вас ангельское терпение, спасибо. Да не за что. Саша, можно купить у вас этот худи. А вам зачем? Не знаю, но это такое у меня пробное. Не знаю, смотря для чего. Ложная кетлёвка на шапке имеет место быть? На шапке, не знаю, не видела.
Александра Викторовна тут спрашивает, можно ли купить конкретно этот худи. Дана, я, оказывается, недавно узнала перед интенсивом, что худи среднего рода, поэтому правильно говорить это худи. Может, Степановне подари. Дана, у меня мама смотрит прямой эфир. Ну, я и рассказывала, кстати, про Степановну, мы с ней смеялись, и про Анатольевну тоже. Так, давайте я переверну камеру, попрощаюсь с вами. Вот моя кетлёвка, как получилось. Еще какие-то вот тут ниточки я подтяну, потому что это начало моего ряда. Посмотрю, как у меня тут петельки легли. Вот, например, здесь мне явно нужно подтянуть, значит, я просто возьму спицу и подтяну дужку вот эту вот, чтобы они у меня, знаете, как бы равномерно немножко смотрелись. Так, нет, видите, я подтянула, значит, надо с изнанки посмотреть. Ну, короче говоря, вот эти вот более длинненькие лицевые петельки, может быть, она у меня где-то внутри. Я их подтяну, чтобы они у меня аккуратненько лежали. И вот тут вот тоже надо что-то подтянуть. Видимо, от того, что набирала не очень ровненько, может, где-то что-то потянулось. Но это тоже все исправляется. Главное, что нет никаких дырочек. И с этой стороны, и по спинке тоже все в порядке. Вот тут вот какая-то есть, но это, я думаю, тоже можно подтянуть. Все готово, девочки, до завтра. Давайте я камеру переверну и попрощаюсь с вами. Ага, вот, все готово. Фух, я аж вспотела от того, как вам рассказывала, как вязать эту ложную кетлёвку. Ну, час 15, чуть-чуть больше заняло времени, чем я планировала. Ничего. Завтра продолжим вязать с вами капюшон. Сделаем эти самые прибавки, расскажу, где их делать. И, скорее всего, в четверг проведем дневной прямой эфир, на котором тоже я закончу вязать этот самый капюшон вместе с вами. И у нас завтра среда, значит, мы вяжем капюшон, да? Правильно, да. Да, завтра среда. В четверг мы с вами завершим вязание худи вечером. Я вам покажу, как обвязать карманчик, как шнурочек связать, что у нас еще, как спрятать ниточки. Вот. И, ну, вроде бы все. Может быть, что-то еще расскажу, что я не помню. У меня V-образный вырез. Там получится ложная петлевка. Ну, если вы по краю V-образного выреза будете делать, то да, конечно, получится. Получится. Ну, смысл такой же, как я показала сейчас. Все, девочки, прощаюсь с вами. До завтра. Я приду на крайний эфир. Ну, данный интенсив заканчивается 17-го, поэтому я еще буду все последние дни интенсива продолжать проверять домашние задания. Меня подружка очень ждет, когда закончится интенсив, чтобы мы наконец-то с ней спокойно пообщались, а не так, что она мне пишет в день по 150 тысяч сообщений, а я просто онлайн и ничего не отвечаю. Но я онлайн, потому что я проверяю ваши домашки. Вот, так что всем пока, до завтра. Домашнее задание — скинуть обвязку вашего выреза. У кого-то это будет ложная петлевка и начало, может быть, капюшона, у кого-то это будет просто какой-то воротничок, то есть вы мне скидываете то, что у вас получается по итогу. Можно скинуть, в принципе, вместе уже с целым готовым изделием, это тоже будет засчитано. Ну, то есть, если вы не скинете сейчас, зато потом скинете ваше готовое худи, то я все эти домашки засчитаю. Ну все, всем пока, до завтра.